Переговоры длились около 6 часов, но Вашингтон выдвинул такие условия Тегерану, что тот отказался от сделки. Афганистан открыл огонь по Пакистану. Бои продолжались более 2 часов. Хиллари Клинтон не встречалась с Джеффри Эпштейном и требует вызвать в Конгресс для дачи показаний Дональда Трампа. А в Германии распустились подснежники. Но синоптики говорят, холода еще могут вернуться. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились без результата. По данным издания, стороны так и не смогли приблизиться к компромиссу по ключевым вопросам. Речь идет о судьбе иранских запасов обогащенного урана и будущем самой программы. Тегеран отказался вывозить уран за границу, прекращать обогащение, демонтировать ядерные объекты и соглашаться на бессрочные ограничения. Для Вашингтона именно эти пункты остаются принципиальными. При этом публичные заявления сторон звучат заметно мягче. Министр иностранных дел Амана Бадр Аль-Бусаиди сообщил о значительном прогрессе и объявил, что консультации продолжатся после обсуждений в столицах. По его словам, технические эксперты соберутся уже на следующей неделе в Вене при участии Международного агентства по атомной энергии. Он также поблагодарил власти Швейцарии за организацию встречи. В Вашингтоне переговоры тоже оценили как позитивные. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник порталу Axios. Однако журналист издания Барак Равид со ссылкой на источник пишет, что утренняя сессия вызвала разочарование у американской делегации. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал этот раунд одним из самых серьезных и продолжительных. По его словам, обсуждения шли почти 6 часов в непрямом формате. Позиции сторон передавали министр иностранных дел Омана и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сегодня, могу сказать, был один из самых серьезных и продолжительных раундов наших переговоров. У нас было почти 4-часовое заседание утром и около 2 с лишним часов днем. Переговоры шли в непрямом формате. Министр иностранных дел Омана, господин Аль-Бусаиди, и в некоторых частях господин Гросси передавали тезисы между двумя сторонами. Присутствие господина Гросси было полезным с точки зрения технических вопросов, а господин Аль-Бусаиди действовал как обычно. Могу сказать, что за эти долгие и очень напряженные часы мы достигли хорошего прогресса и очень серьезно приступили к обсуждению элементов соглашения, как в ядерной сфере, так и в сфере снятия санкций. По некоторым вопросам взаимопонимание сейчас стало очень близким, по другим, естественно, остаются разногласия, но, пожалуй, более чем когда-либо с обеих сторон была заметна серьезность в стремлении достичь переговорного решения. Мы договорились, что технические группы с понедельника начнут работу в Вене в рамках Международного агентства по атомной энергии при помощи экспертов этой организации, чтобы привести технические вопросы к определенной форме и рамкам, которые затем будут соответствовать политическим требованиям обеих сторон. Также было решено очень скоро, возможно, менее чем через неделю, провести следующий раунд переговоров. Продолжаются двусторонние консультации по урегулированию конфликта. Представители Украины и США провели серию встреч, на которых обсуждались возможные параметры будущих договоренностей и механизмы гарантий безопасности. По словам украинской стороны, есть продвижение в согласовании позиций и подготовке следующего раунда переговоров. Стороны подчеркивают необходимость дипломатического решения и координации дальнейших шагов. Сегодня я несколько раз разговаривал с Рустемом, Умеровым, Давидом Арахамией и представителями президента США, Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, в то время как они завершали свои встречи. Есть большая готовность к следующей трехсторонней встрече. Скорее всего, следующая встреча состоится в Эмиратах, в Абу-Даби. Мы ожидаем, что она пройдет в начале марта, чтобы финализировать все. Все, что было согласовано для реальных гарантий безопасности. Подготовить встречу на уровне лидеров государств. Именно такой формат может продвинуть многие вопросы вперед. В конечном итоге лидеры принимают решения по ключевым вопросам. И когда речь идет о России, в таком персоналистском режиме, как у них, это еще более актуально по сравнению с другими странами. Война должна закончиться. Это наша позиция. Это позиция Украины. Это позиция всех наших партнеров.
Но, к сожалению, сейчас все видят, что со стороны России нет готовности. И на данный момент нет доказательств того, что Путин останавливает свою военную машину. Напротив, он готовится продолжать войну, и мир должен быть готов оказывать давление на Россию, чтобы это изменилось. Рецепт этого хорошо известен во всем мире. Россия сама остановит войну, когда мир окончательно прекратит закупки российской нефти и других российских энергоресурсов, а также прекратит работу с российскими банками. Это вполне осуществимо. Глобальные санкции должны привести к этому, к настоящему и устойчивому миру. Разумеется, мы обсуждаем с Америкой и Европой все возможные способы давления, дипломатические форматы, которые могут и действительно должны работать. Очень важно, чтобы партнеры сохраняли решимость. Сегодня я дал новые указания команде, определив наши следующие цели. Также в Женеве был замечен российский переговорщик Дмитриев. От комментариев в прессе он отказался. Бен Ходжес заявил, что атаки на железнодорожную инфраструктуру Нидерландов в день саммита НАТО были организованы и, по его мнению, связаны с Россией. По словам генерала в отставке, западным странам пора перестать рассматривать подобные инциденты как обычные преступления и начать вводить последствия для Москвы. Этим летом я ехал на поезде в Нидерландах. Возвращался в день саммита НАТО. Крыша моего поезда взорвалась. В тот же день это произошло в 5 местах между Схипхолом, Гаагой и Утрехтом. Это были не подростки. Кто-то организовал атаки на железнодорожную систему в Нидерландах. И я считаю, что нашим лидерам нужно перестать относиться к этому так, будто это, возможно, просто преступление. У нас нет доказательств, не было российского флага. Конечно, это русские. Конечно. Даже если 50% из этого от русских, 50% из 300 атак – это российское спонсирование. Поэтому нужно перестать рассматривать это как обычное место преступления, где требуются идеальные доказательства. Нужно начать вводить последствия для русских за такую деятельность. Пусть жалуются, но они будут продолжать, пока мы их не остановим. И, наконец, нашим лидерам нужно говорить с населением, как со взрослыми. Сказать «вот что происходит». Вот что мы должны сделать. Вот какова цена. Но есть и цена бездействия. На афгано-пакистанской границе вспыхнули боевые действия. Вечером 26 февраля подразделения движения «Талибан» заявили о начале ответной операции против пакистанских пограничных постов вдоль линии Дюранда. По данным афганской стороны, удары были нанесены в районах Нангархара и Кунара после недавних авиаударов Пакистана. Бои продолжались более 2 часов. В приграничных районах велась интенсивная стрельба. Задействована военная техника. В результате неоднократной агрессии и нарушений со стороны пакистанской армии начаты масштабные военные операции против пакистанских военных центров и армейских подразделений вдоль линии Дюранда. Дорогие соотечественники, в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими силами в Нангархаре и Пактия, сегодня вечером в 20:00 в провинциях Нангархар и Кунар начались интенсивные атаки. Просим вас молиться за нас. Власти Пакистана заявили, что их действия стали ответом на неспровоцированный огонь со стороны афганских сил. По информации Пакистанского министерства информации, обстрелы велись по нескольким участкам границы в провинции Хайбер-Пахтунхва. Исламабад сообщил о немедленном и эффективном ответе и приведении сил безопасности в состояние повышенной готовности по всей стране, подчеркнув, что примет все необходимые меры для защиты своей территориальной целостности. Неспровоцированные действия режима афганского Талибана вдоль Пакистано-афганской границы получили немедленный и эффективный ответ. Афганский Талибан просчитался и открыл неспровоцированный огонь по нескольким точкам вдоль границы Пакистана и Афганистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, на что силы безопасности Пакистана немедленно и эффективно отреагировали. Силам режима Талибана наносится ответный удар в секторах Читрал, Хайбер, Махманд, Курам и Баджаур. По предварительным данным, афганская сторона понесла тяжелые потери, уничтожены несколько постов и единиц техники. Пакистан примет все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности, а также безопасности и защиты своих граждан. По данным некоторых ОСИНТ-аналитиков, пока не подтвержденных, ВВС Пакистана нанесли удары по объектам террористической организации «Талибан» в Кабуле и Кандагаре. Ряд афганских СМИ утверждает, что под удар якобы попала штаб-квартира талибов, а среди погибших могут быть высокопоставленные представители движения и десятки боевиков. Также распространяются сообщения о возможной гибели верховного лидера талибов Хайбатулла Ахундзада. Официального подтверждения этой информации ни от властей Пакистана,
ни от представителей Талибана на данный момент нет. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что новый указ талибов еще больше ужесточает жизнь в Афганистане. По его словам, документ расширяет список преступлений, за которые грозит смертная казнь, вводит телесные наказания и запрещает критику властей. Женщины и девочки по-прежнему лишены права на среднее и высшее образование. Им ограничивают работу и свободу передвижения. Тюрк призвал отменить указ и ввести мораторий на казни. Власти Афганистана на его заявление пока не ответили. Афганистан — это кладбище прав человека. Поток указов и законов, объявленных де-факто властями с момента прихода к власти в 2021 году, оказывает сокрушительное воздействие на афганский народ, особенно на женщин и девочек. Новый указ, подписанный лидером Талибана в прошлом месяце, определяет ряд преступлений и наказаний, которые противоречат международно-правовым обязательствам Афганистана. Указ, который, как ожидается, вскоре вступит в силу, расширяет перечень правонарушений, за которые предусмотрена смертная казнь. Он предусматривает применение телесных наказаний за многочисленные правонарушения, в том числе в семье, тем самым легитимизируя насилие в отношении женщин и детей. Он также криминализирует критику де-факто руководства и его политики, нарушая свободу выражения мнений и собраний. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна будет защищаться от любых, по его словам, террористических и наемнических атак. Об этом он написал в социальной сети X. Куба не нападает и не угрожает. Мы заявляли об этом неоднократно и подтверждаем это сегодня. Куба будет решительно и твердо защищаться от любой террористической и наемнической агрессии, которая стремится подорвать ее суверенитет и национальную стабильность. Заявление прозвучало после инцидента у берегов Кубы. Власти сообщили, что группа людей на скоростном катере, зарегистрированном во Флориде, вошла в кубинские воды и открыла огонь по патрулю. По данным Гаваны, несколько нападавших были убиты, есть раненые. Кубинское правительство утверждает, что в группе были противники власти, некоторые из них раньше уже подозревались в подготовке атак. На фоне этого Диас-Канель снова показал кадры военных учений и заявил, что Куба готова защищать свою страну. При этом он добавил, что Гавана по-прежнему открыта к диалогу с Соединенными Штатами. В Кремле также отреагировали на события и призвали к сдержанности. Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захвачены граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий. Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться. Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации. Ситуация вокруг Кубы, мы видим, накаляется. Главное – это гуманитарная сейчас составляющая. Конечно, все гуманитарные вопросы граждан Кубы должны решиться, и никто не должен чинить препятствия. Граждане, женщины, дети должны иметь возможность свои социальные потребности удовлетворять. А что касается безопасности вокруг острова, то, конечно, здесь очень важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий. Вице-президент США Джей Ди Венс приехал в Висконсин поддержать республиканцев перед выборами в Конгресс. На встрече с рабочими машиностроительного завода он обвинил демократов в росте цен и призвал не отдавать им большинство в Палате представителей. Этот округ считается одним из самых напряженных. Именно здесь может решиться, кто будет контролировать Конгресс после ноября. Я хочу поговорить о ставках на предстоящих выборах в ноябре, потому что кажется, будто ноябрь еще очень далеко. Но если уж что-то и показало обращение к нации, так это то, что мы не можем вернуть власть демократам в Конгрессе. Забавно слышать, как демократы говорят о доступности жизни. Вы слышали, как президент говорил об этом в обращении к нации? Слушать демократов, рассуждающих о доступности, это как слышать, как поджигатель жалуется на пожар. Это ваша вина. Вы оставили нам страну с заоблачной инфляцией. Вы оставили нам страну, где мы повсюду искали энергию, только не в Америке. Вы оставили нам Соединенные Штаты, где средняя семья стала беднее на $3000. Наша позиция проста. Когда вы говорите о доступности, вы правы. Вы создали проблему с доступностью, демократы в Конгрессе, а мы здесь, чтобы ее решить. И поэтому, когда вы пойдете голосовать в ноябре, я не хочу, чтобы вы думали только о всех наших достижениях и обо всем хорошем, о чем мы говорили. Я не хочу, чтобы вы думали только об отсутствии налогов на чаевые и снижении цен на бензин.
Я хочу, чтобы вы подумали, кто защитит мои деньги от мошенников. И простой ответ — это Дерек Ван Орден и республиканцы в Конгрессе. Это не демократы, которые изначально создали эту проблему. Их очень злит идея о том, что мы депортируем нелегальных иммигрантов. Они говорят о мечтах нелегальных иммигрантов, которые приехали в нашу страну. Но как насчет ваших мечт и мечт ваших детей? Потому что именно за вас я борюсь. Именно за вас борется Дональд Трамп. И именно за вас борется Дерек Ван Орден. Страна, которая контролирует продовольствие, в конечном итоге будет контролировать весь мир. Поэтому мы приложили серьезные усилия и продолжим работать с нашими фермерами, чтобы независимо от цен на сельхозпродукцию, они могли оставаться на плаву и развивать свое производство. Мы знаем, что им тяжело, и стараемся это исправить. Каждый день я иду на работу, и каждый день Дональд Трамп идет на работу. И мы боремся за американскую мечту для вас и вашей семьи, какой бы вы ее ни видели. Мы будем очень признательны, если вы не отправите нам в ноябре кучу сумасшедших демократов, так что, пожалуйста, не делайте этого. Благослови вас Бог. Спасибо. В Чапакуа, штат Нью-Йорк, продолжились закрытые слушания по делу Джеффри Эпштейна. Хиллари Клинтон заявила конгрессменам, что никогда не встречалась с Эпштейном, не летала на его самолете и ничего не знала о его преступлениях. Во время заседания в сеть попала фотография из зала. По словам республиканцев, ее сделала конгрессвумен Лорен Боберт. Сама Боберт сказала журналистам, что не помнит, делала ли снимок. Демократы обвинили большинство в нарушении правил и потребовали опубликовать полную стенограмму допроса. Клинтон также призвала вызвать на слушание Дональда Трампа и задать вопросы уже ему. Я только что закончила давать показания. Я ответила на каждый из их вопросов настолько полно, насколько могла, основываясь на том, что мне было известно. А то, что я знала, я и сказала в своем заявлении сегодня утром. Я никогда не встречалась с Джеффри Эпштейном, никогда не имела с ним никаких связей или общения. Я знала Гислейн Максвелл лишь поверхностно как знакомую. Но на все их вопросы я делала все возможное, чтобы ответить. Я не знаю, сколько раз мне приходилось повторять, что я не знаю Джеффри Эпштейна. Я никогда не была на его острове. Я никогда не была в его домах. Я никогда не была в его офисах. Так что это неоднократно зафиксировано в протоколе. В конце все стало довольно необычно, потому что меня начали спрашивать об НЛО и задавали ряд вопросов о Пиццагейте, одной из самых гнусных и ложных теорий заговора, распространяемых в интернете. Именно это послужило основой для вопросов одного из участников форума. И я думаю, что хронология его связи Билла с Эпштейном закончилась за несколько лет до того, как что-либо о преступной деятельности Эпштейна стало известно, и что Эпштейну были предъявлены обвинения, и, к сожалению, ему была предоставлена льготная сделка, которая, как я сказала в своем заявлении, если бы этого не произошло, возможно, его хищническое поведение можно было бы остановить раньше. Мы выдвигаем четкое требование. Полная неотредактированная стенограмма вопросов и ответов секретаря должна быть опубликована большинством в течение ближайших 24 часов. Общество имеет право знать, что именно она сказала, какие вопросы ей задавали и как она на них ответила. Это и есть прозрачность. Она сама просила допустить прессу и общественность на заседание, ей отказали. Поэтому, как минимум, нужно немедленно опубликовать полную стенограмму. И мы надеемся, что завтра, когда будет выступать бывший президент, прессе и общественности позволят присутствовать. Таково наше требование. Президент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде объявил об уходе с поста, который занимал с 2017 года. В своем заявлении Бёрге Бренде сообщил, что принял решение после тщательного рассмотрения и считает нынешний момент подходящим, чтобы форум продолжил работу без отвлекающих факторов. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее руководство Всемирного экономического форума инициировало служебную проверку в связи с публикациями о контактах Бёрге Бренде с финансистом Джеффри Эпштейном. В материалах, обнародованных Министерством юстиции США, указывалось, что Бёрге Бренде трижды ужинал с Джеффри Эпштейном и обменивался с ним электронными письмами и текстовыми сообщениями. 26 февраля сопредседатели форума Андре Хоффман и Ларри Финк заявили, что независимая проверка завершена. По их словам, помимо уже известных фактов, дополнительных обстоятельств, вызывающих обеспокоенность, выявлено не было. Временно исполняющим обязанности президента и генерального директора Всемирного экономического форума назначен Алоис Цвинги. В Германии снесли старую градирню буроугольной электростанции. В районе Фримерсдорф, к северу от Кёльна, ее уничтожили с помощью контролируемого взрыва.
Сооружение высотой больше 100 метров рухнуло днем, подняв большое облако пыли и дыма. За происходящим наблюдали местные жители. Многие пришли специально, с камерами. Для кого-то это было немного грустно. С этой градирней у людей связаны годы жизни и работы. Электростанцию начали разбирать еще в 2025 году. Германия постепенно отказывается от бурого угля, который сильно вредит экологии. На месте бывшего промышленного объекта планируют построить крупный дата-центр и создать так называемый цифровой парк. Так старое энергетическое прошлое этого места уступает место новым технологиям. В Найроби суд предъявил обвинение Фестусу Арасеомвамбе, директору рекрутинговой компании. По версии следствия, он пытался завербовать и переправить в Россию 25 человек, пообещав им работу, а на деле отправив на войну. Прокуратура говорит, 22 человека успели спасти прошлой осенью в городе Ати-Ривер, недалеко от столицы. Еще 3 уже побывали в России и, как утверждается, оказались на линии фронта. Позже они вернулись с ранениями. Омвамба вину не признает. Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что более 1700 африканцев воюют на стороне России и что людей туда нередко заманивают обманом. В Германию пришло первое по-настоящему весеннее тепло. В Мюнхене сегодня солнечно и непривычно тепло для конца февраля. В Хофгартене люди сидят на скамейках и на траве, гуляют и ловят солнце. Уже распустились первые подснежники. По данным немецкой метеослужбы, в ближайшие дни в стране сохранится мягкая погода. А на юго-западе Германии в пятницу температура местами может подняться выше 20 градусов. Метеорологи говорят, теплый воздух приходит с юго-запада Европы. Сейчас он задержится как минимум на несколько дней. Правда, окончательно прощаться с зимой пока рано, холод еще может вернуться. Прошедшая зима в Германии была разной. На северо-востоке было холоднее обычного, а на юго-западе теплее. В целом осадков выпало меньше, чем обычно. А вот солнца было примерно столько же, сколько и в другие годы.